Однажды Кришна в возрасте, наверное, около 7 лет, он заметил, что его отец и другие пастухи, они готовят какое-то большое жертвоприношение. So he inquired from his father, what's going on? И он спросил своего отца, а что вообще происходит? So his father replied, we're a cowherd community and we depend on the cows for our livelihood. И его отец ответил, мы являемся общиной пастухов, и поэтому зависим от коров своей жизнедеятельности. Cows require a lot of fresh green grass. А коровы нуждаются в изобилии зеленой сочной травы. Then they will become fatty and give a lot of milk. Тогда они станут такими упитанными и будут давать много молока. In this way, we can make yogurt, ghee, butter, and various kinds of sweetmeats. И таким образом мы будем делать много ги, масла, топленого масла, других молочных продуктов, и будет всего изобилие. We'll sell them, barter them, thus we'll become wealthy. И мы можем их тогда продавать, и можем их обменивать на другие продукты, и таким образом будем богатыми. And thus we can live comfortably and enjoy life. И тогда можно будет комфортная жизнь, и все смогут наслаждаться жизнью. So this is typical karma kanda activity as described in Vedic literature and is generally practiced in Vedic society, Hindu society. И это типичная философия карма-канды, которая вообще распространена очень в индийском обществе, которое часто можно слышать. Dharma, artha, kama, moksha. To perform some religious, ritualistic activities, worshipping the demigods. И в первую очередь проведение различных религиозных ритуалов, удовлетворение полубогов. So they'll be pleased and give blessings. Тогда они будут удовлетворены и будут давать много благословений. And thus a person can become wealthy. Artha, he can get with those blessings, he become wealthy. То есть, если таким образом получают люди их благословения, то они становятся богатыми. And thus, that is artha. Это тогда называется арта. Economic development. And then one can enjoy life, kama, enjoyment, material enjoyment. И тогда человек будет может наслаждаться, уже кама, то есть он различные чувственные наслаждения может испытывать. And after enjoying life for many years, when the body becomes old and broken and painful, then he prays for moksha. Let me get liberated from this material existence. И после того, как человек в течение многих лет наслаждается жизнью, испытывает чувственное наслаждение, его тело становится старым, и он начинает молиться о том, чтобы получить освобождение от этого материального существования. Of course, the cowherd men of Vrindavan are not ordinary karmakandis. Ну, безусловно, жители Вриндавана не являются обычными карма-канди. They are eternal associates of Krishna. Они есть вечные спутники Кришны. But they are behaving
as if they are. Но они ведут себя так, как будто вот они такие простые карма-канди. You see, as we find all over India. Ну, как мы обычно видим по всей Индии. They're participating in this lila so that Krishna can teach them and all of us a lesson. И они участвуют в этой лиле, чтобы Кришна, он мог научить всех, и в том числе нас, дать определенный урок. Just as Arjuna also is an eternal associate of the Lord, but appears to be an illusion in Bhagavad Gita, so Krishna can teach him and all of us a spiritual lesson. И точно так же, как Арджуна, он является вечным спутником Кришны, но так предстало так, как будто он находится в иллюзии, и все это произошло для того, чтобы Кришна он научил все человечество определенной науке. И нас. Krishna in Bhagavad Gita says, men of small intelligence worship the demigods. Their fruits are limited and temporary. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что люди недалекого разума поклоняются полубогам, и плоды такого поклонения, они временные и ограничены. So he's not prohibiting this kind of karma kanda activity, but he's pointing out it's for less intelligent people. Он не запрещает такого рода кармическую деятельность, но он говорит о том, что это для неразумных людей. And finally, in the 18th chapter, he says, Sarva Dharman Parityaja, give up all these kinds of, dharmic, ritualistic activities. И в конце концов, в 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, Сарва Дharman Parityaja, оставь все эти виды ритуалистической деятельности. Just surrender to me. Просто предайся мне. People might be worried that we'll get some bad reaction. Но люди, они, может быть, могут переживать, что они за это получат какие-то плохие реакции. Just as a cowherd man would have been quite justified to worry, could be some bad reaction. Подобно тому, как эти пастухи, у них возникло определенное беспокойство, что, может быть, у них придут какие-то тяжелые реакции. If we don't worship Indra properly. Если мы не будем поклоняться Индре должным образом. And in fact, we do see in this little that Indra did try to give them trouble, to punish them severely. Как мы видим в этой лиле, Индра действительно попытался причинить им беспокойство, сурово наказать их. But they were very, of course, dedicated to Krishna. Но они все были очень преданы Кришне. Anyway, Krishna said, I will protect you in the Gita. He says, I will protect you from all the reaction, all sinful reaction that might occur if you give up this demigod worship and surrender to me. И Кришна заверяет в Бхагавад-гите, что я защищу тебя от всех последствий, если даже будут какие-то тяжелые реакции, я защищу тебя от них. То есть, в данном случае. Do not fear, Krishna said. Он говорит, не бойся ничего. Masuchaha. Машучаха. So, Krishna, he said to the cowherd men that the demigods actually, they are not so powerful. И Кришна объясняет тогда, начал объяснять тогда им, что полубоги на самом деле не настолько могущественны. They are dependent on the worship of their worshippers. Они на самом деле зависят от поклонения тех, кто им поклоняется. People perform these kind of rituals, make offerings to them, and they're obliged to give benedictions. Люди
поклоняются им, проводят эти все ритуалы, и полубоги, они обязаны давать людям их плоды. They're not independent. Они не являются независимыми. But actually, he said, as a cowherd community, we rather depend on Govardhan Hill. Но Кришна говорит, на самом деле, как общество пастухов, мы больше даже зависим от холма Говардхана. It's Govardhan that is giving us all this fresh green grass for the cows. Это Говардхан дает коровам всю эту зеленую траву. So better we use all this paraphernalia for the worship of Govardhan. И поэтому лучше давайте все эти приготовления, все, что было приготовлено, используем для поклонения холму Говардхана. So the cowherd men, being Brijbasis, they were very attached to Krishna and very charmed also by Krishna. И поэтому пастухи эти, будучи бриджабаси, они были очень привязаны к Кришне и всегда в таком состоянии очарования от него. And so they readily agreed and began to prepare for the worship of Govardhan Hill. И поэтому они в конце концов согласились и стали готовиться к поклонению холму Говардхана. And the Brahmins chanted wonderful mantras. Браманы начали воспевать удивительные мантры. And Krishna advised everyone should bring very nice offerings of foodstuffs for Govardhan. И Кришна посоветовал, чтобы все принесли из дома какие-то вкусные яства в изобилии для предложения Говардхану. And as this verse describes, then he assumed a huge form and declared, I am Govardhan Hill. И как этот стих объясняет, Кришна после этого принял огромную форму и заявил, что я есть холм Говардхан. And then he began eating all the offerings. И после этого он стал поедать, поглощать все эти подношения. Krishna can eat unlimited amounts of offerings. Кришна может есть бесконечное количество подношений. And then he demanded, Anior, bring more, bring more. И потом он начал кричать, повторять, аниор, аниор, означает еще, еще несите. So in this way, he displayed his wonderful transcendental potencies. И таким образом он проявил свою такую удивительную, безграничную потенцию. And the cowherd men were very joyful. Cowherd men, cowherd women, children, cows, all the community were overjoyed to see this wonderful lila of child Krishna. И поэтому все пастухи, все жители Вриндавана, они просто были наверху блаженства от этой удивительной лилы Кришны. And after the festival, they went home very satisfied. И после этой лилы они отправились домой очень счастливые. Only one person was not satisfied. Только одна личность была неудовлетворенной. That was Indra. Это был Индра. Indra and other demigods, they're in powerful positions. They may sometimes forget their position as servants of Krishna. They may think themselves to be all powerful. И Индра, и другие полубоги, они такие очень могущественные личности, и поэтому они иногда забывают о своем положении слуг Кришны, и они начинают мнить о себе как о таких всемогущих. They also have enjoying propensity. И также они много наслаждаются, у них там есть для этого большие возможности. Indra, for example, once in his assembly was seated with his wife,
enjoying himself when Brihaspati came, the guru of the demigods. Однажды случилось так, что Индра сидел на большом собрании вместе со своей женой и наслаждался там всей этой атмосферой, и вдруг пришел Брихаспати, духовный учитель полубогов. And Indra didn't pay attention. И Индра не уделил внимания своему духовному учителю. He should have gotten up and worshipped his guru and offered him nice seed. Индра должен был там подняться, он должен был оказать почтение духовному учителю, предложить ему удобное сиденье, провести какое-то поклонение. But instead he was illusioned by his own position and power. Но вместо этого он находился в иллюзии своим положением, своей властью, опьяненный всем. So as a result of that neglect of his guru, the demigods became weak. И в результате такого пренебрежения своим гуру полубоги стали, их сила ослабела. Whereas the demons were worshipping their guru very attentively. В то время как демоны, наоборот, они поклонялись своему гуру очень хорошо и внимательно. Their guru, of course, Sukrachari, he's not a guru in the sense of being a spiritual teacher. Rather, he's just a ritualistic guru. A priest. Их гуру был Шукрачарья, но он был гуру не в том смысле понимания, что он был духовным учителем, но он был как бы таким ритуалистическим жрецом, скажем так, священником. But they worshipped him attentively, and from that they got strength. Но они поклонялись ему очень хорошо, и из этого они извлекли большую силу. And were able to defeat the demigods. И они достигли такого могущества, что смогли победить полубогов. So we can see Indra, he has got some weaknesses and tendencies to be illusioned. И поэтому мы видим из этого, что Индра, у него есть такая слабость и склонность впадать в иллюзию. Brahma also, he once stole Krishna's cowherd boyfriends and calves. Однажды Брахма тоже украл всех друзей Кришны, мальчиков-пастушков и телят. So they were thinking, Brahma, Indra, who is this boy Krishna? Why are these people listening to him? И поэтому Индра и Брахма, они думали, а кто этот мальчик такой, Кришна? Почему эти все люди слушают его? They should be offering all worship and attention to us. И, может быть, надо предлагать все свое поклонение, все свои подношения нам. This cowherd community requires good rainfall to produce grass for their cows. Эта община пастухов, она нуждается в хороших дождях, чтобы было много зеленой травы. I, Indra, am the controller of rainfall. А я, Индра, являюсь контролирующим дожди. That's why they have to offer this Indra Yagya every year for my satisfaction. И поэтому они должны осуществлять эту Индра-ягью каждый год для моего удовлетворения. And thus I will bless them with abundant rainfall. И тогда я буду благословлять их обильными дождями. But now they have neglected me and listened to this foolish boy. Но сейчас они позабыли обо мне и стали слушать этого глупого мальчишку. So I'll give them rain. Я им дам дождя. Plenty of rain.
дам так много дождя, enough for 100 years достаточно на 100 лет вперед, in a few minutes' time. ну, в течение нескольких минут. So he called for his powerful clouds, especially Samvartaka cloud, who participates in the universal destruction. И он позвал свои самые могущественные облака, в том числе облако Самвартаку, которое участвует в разрушении Вселенной. And he ordered them go to Vrindavan and produce lightning and thunderbolts and torrents of rain and hailstones. И тогда он сказал этим облакам, приказал им отправиться во Вриндаван, и он сказал: создайте там хаос своими молниями, громом, непрекращающимся обильным дождем, и там град такой крупный, чтобы шел. В общем, все прелести. Teach these rascals a lesson for neglecting me and listening to this foolish boy. И научите этих всех людей урок, преподайте им урок, чтобы они слушались меня и не слушались этого негодного мальчишки. So the clouds, Samvartaka and others, obeyed his command and unleashed torrents of rain and hailstones upon Vrindavan. Эти облака, они послушались его приказания и отправились во Вриндаван, проливая туда обильные дожди, град, молнии и так далее. Very quickly, Vrindavan started to flood. Очень быстро Вриндаван поплыл, скажем так. The inhabitants were in anxiety, И все жители, они впали в страшное беспокойство. but seeing that Krishna, being compassionate to them, effortlessly lifted the whole of Govardhan hill with his little finger of his left hand, the weakest part of the body. И Кришна, будучи очень сострадательным к ним, он подбежал и поднял холм Говардхана на самой слабой части своего тела, левом, мизинце левой руки. And he invited all the people, please come under, bring your cows, calves, all of you take shelter under Govardhan hill. И Кришна пригласил всех жителей, он сказал: придите все сюда, возьмите всех своих коров, телят и примите прибежище под этим холмом Говардхан. So as soon as they did, they were protected. И как только они это сделали, они были под надежной защитой. And Indra continued for one whole week to shower torrents of rain and hailstones. И Индра продолжал в течение одной недели лить этот бесконечный дождь, как из ведра такой, с крупным очень градом таким, огромным. But Krishna continued effortlessly to hold the hill. Но Кришна продолжал также в течение всего этого времени держать на мизинце. Some of the cowherd men, they were thinking this might be difficult for him. They were trying to help him with holding up their sticks. И некоторые пастухи, они думали так, что, наверное же, ему тяжело все-таки, и они как-то пытались ему помочь, подпирая этот холм Говардхан своими палками, какими-то тростями и так далее. But Krishna wasn't having any difficulty. Ну, Кришны особых, похоже, беспокойств по этому поводу не было. No, he was enjoying himself looking at the younger gopis. Он, наоборот, там стоял, наслаждался, смотрел в сторону молодых гопи. So in this way, after some time, Indra became exhausted.
И через какое-то время после этого Индра, он истощился. And he realized this boy is much more powerful than I am. И он пришел вдруг к выводу, что, оказывается, этот маленький мальчишка, он намного могущественнее, чем я. So, therefore, he ordered his clouds stop. И тогда он приказал своим облакам остановить свою деятельность. So, thus the floodwaters receded. И таким образом вся эта вода, она на земле, она ушла. And then the cowherd community was able to go out from under the hill and resume their normal activities. И тогда вся эта община пастухов, она была способна уже отправиться к себе по своим домам и заниматься своей обычной деятельностью. Cows went back to the pasturing ground with their calves. И коровы с телятами, они также направились на свои зеленые пастбища. And Krishna put the hill down. И Кришна опустил холм обратно. So then Indra realized, I have to make amends, I have to beg forgiveness from Krishna. И Индра, он понял тогда, что мне надо каким-то образом нейтрализовать свой промах, надо пойти попросить прощения у Кришны. So he took Surabhi with him, in fact asked Surabhi to go in front of him, because he knew Krishna loves the cows, so in this way he sees Surabhi first, he'll be more favorable to me. И Индра отправился к Кришне вместе с коровой Сурабхи, потому что он знал, что Кришна любит коров, и он впереди себя отправил корову, чтобы Сурабхи, чтобы Кришна, она удовлетворила Кришну, и таким образом Кришна он более доброжелательно принял его. There's a place, isn't there, Surabhi Kund at Говардhan, and that's where Indra went with Surabhi to beg forgiveness from Krishna. Есть такое место на холме Говардхан, Сурабхи Кунда. Это как раз в этом месте Индра пришел к Кришне с коровой Сурабхи, и она омыла его молоком. So then he begged forgiveness, and being very many beautiful prayers he offered also in glorification of Krishna, and Krishna accepted his apologies and blessed him to continue with his service. И таким образом Индра предложил Кришне еще много различных молитв прекрасных, и Кришна принял его извинения и позволил ему продолжать свое служение. So this Govardhan Lila is a very important Lila and demonstrates Krishna's unlimited powers and his superiority over the demigods and all living entities. И поэтому эта Говардхана Лила является очень важным таким примером, уроком, который показывает могущество Кришны и его возвышенное положение среди всех остальных живых существ, таких как люди, полубоги и так далее. Therefore, our acharyas have taught us that we must worship Govardhan Hill, just as Krishna taught the cowherd men to do. И поэтому наши ачарьи, они учат нас поклоняться холму Говардханы таким образом, как делал это Кришна. Вот здесь. As the cowherd men did it. Таким же образом, как делали это пастухи под руководством Кришны. So that therefore the devotees are instructed to make large hill of delicious foodstuffs
to offer to the Lord. И поэтому преданным рекомендуется делать такой большой холм из различных вкусных блюд и предлагать это Кришне. And to chant the holy names of Krishna, dance and circumambulate Govardhan Hill. И воспевать святое имя, танцевать и обходить вокруг этого холма Говардхан. So it is, the Vaishnavas are also cautioned, if you don't worship Govardhan Hill, you may be bitten by the snakes on Govardhan Hill. И также вайшнавы предупреждают, что если вы будете пренебрегать поклонением холму Говардхана, то вас могут жалить змеи, ядовитые змеи, которые живут на холме Говардхан. So one should be careful, make sure to observe Govardhan Puja every year. И поэтому человек должен быть преданный, должен быть осторожным, чтобы каждый год участвовать в Говардхана Пудже. We were fortunate this year, this week, we participated in Govardhan Puja in Ijevsk last Sunday, in Ufa on Tuesday, and today here in Ekaterinburg we also having opportunity. И нас постигла такая удача, что в прошлое воскресенье мы участвовали на Говардхана Пудже в Ижевске, во вторник была Говардхана Пуджа в Уфе, и сейчас, вот сегодня мы у вас участвуем тоже. Anyway, at least once in a year. Ну, по крайней мере, раз в году надо. So, very wonderful and very joyful festival for all the Vaishnava devotees. И это очень такой очень удивительный, такой приносящий большое наслаждение фестиваль для всех преданных. And thank you very much for inviting us to participate in this wonderful festival with all of you nice devotees. И спасибо вам большое, что вы пригласили нас участвовать на этом фестивале со всеми этими замечательными преданными здесь. Харе Кришна. Shri Govardhan Puja Maha Mahotsava ki, Shrile Prabhupade ki, Samavita Bhaktivinoda ki, Nitai Gaura Premanandi.